Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео мы продолжим говорить о таких специальных формах глагола. Мы с вами уже говорили о причастиях, а сегодня поговорим о деепричастиях. И что важно? Важно понять, что же такое деепричастие. Деепричастие – это особая форма глагола, которая обозначает добавочное действие к основному. Деепричастие соединяет в себе функции глагола. Деепричастие может быть совершенного и несовершенного видов. У него может быть залог, и оно может быть переходным или непереходным, то есть транзитивным или нетранзитивным. А кто не помнит, что такое транзитивные глаголы, это те глаголы, после которых обязательно должен быть объект. Например, читать книгу, смотреть фильм, видеть меня и так далее. А также деепричастие соединяет в себе функции наречия. Adverb. Это неизменяемость. Да, деепричастие мы не меняем по падежам, по родам, по числам. И синтактическую роль обстоятельства. Это пока нам не так важно. А теперь давайте посмотрим на деепричастие на примерах. Рисуя картину. Рисуя – это деепричастие от глагола рисовать. Стоя на столе. Стоя – это деепричастие от глагола стоять. Купив подарок – это деепричастие от глагола купить. А теперь, мне кажется, самое важное и самое простое в деепричастиях. Деепричастия могут быть только двух видов. Несовершенного вида и совершенного вида. И что важно, в каждом виде только одна форма. Просто. Если вы видите глагол несовершенного вида, то от него вы можете сделать форму деепричастия с помощью суффиксов «а» или «я». Рисовать – рисуя. Обратите внимание, что мы делаем форму деепричастия только от основы в настоящем времени. То есть глагол рисовать, в нем есть суффикс «ова», мы меняем этот суффикс «ова» в настоящем времени на суффикс «у», и у нас получается рису, рису я, суффикс деепричастия. Читать, читая. Но есть и какие-то исключения. От глаголов с суффиксом «ва» мы будем образовывать формы деепричастия не от настоящего времени, а от инфинитива. Например, узнавать – узнавая, доставать – доставая и так далее. Еще что важно, у глагола «быть» будет форма деепричастия «будучи». Да, только такая форма. А еще важно, что не у всех глаголов есть форма деепричастия. Например, глаголы несовершенного вида. Писать, бежать, резать, пить, бить, петь, хотеть, есть, мочь и спать не имеют форм деепричастия. И это отличная новость, так ведь? Итак, это как образуются формы деепричастий от глаголов несовершенного вида. А теперь давайте посмотрим на значение и на то, как выглядит деепричастие в предложении. Деепричастия несовершенного вида обозначают незаконченное добавочное действие, которое происходит одновременно с основным действием. Читая письмо, Антон улыбался. Основное действие – Антон улыбался, а добавочное – читая письмо. Мы можем заменить и на другое предложение. Когда Антон читал письмо, он улыбался. Или еще вариант: Антон читал письмо и улыбался. Перейдем к следующему виду, совершенному виду.
И деепричастие совершенного вида образуется от глаголов совершенного вида с помощью суффиксов в, ши и вши. Вши. И чтобы проще запомнить, образуется от инфинитива или от глагола в прошедшем времени. То есть мы просто уберем окончание и суффикс «л». Загрустив от глагола «загрустить». Обманувшись от глагола «обмануться». Прочитав от глагола «прочитать». Но от некоторых глаголов совершенного вида могут образовываться деепричастия с суффиксами «а», «я», то есть суффиксами несовершенного вида. И это происходит с глаголами движения совершенного вида. Например, глагол «идти» – это глагол несовершенного вида и его форма «идя». А когда мы добавляем к глаголам группы «идти» префикс, приставку, то глагол у нас становится совершенного вида. Например, «прийти» – это уже глагол совершенного вида. Форма деепричастия у него будет «придя», «войдя» от глагола «войти», «выйдя» от глагола «выйти». То же самое произойдет и с глаголом «нести». «Нести», «неся», «принести», «принеся», «занести», «занеся». Ну и давайте посмотрим на значение и как выглядят деепричастия совершенного вида в предложениях. Деепричастия совершенного вида обозначают законченное добавочное действие, которое совершается до начала, выраженного основным глаголом. Прочитав письмо, Антон сел писать ответ. То есть сначала Антон прочитал письмо, а потом сел писать ответ. Мы можем заменить до того, как Антон сел писать ответ, он прочитал письмо. Или после того, как он прочитал письмо, он сел писать ответ. Или он прочитал письмо, а потом сел писать ответ. Как вы видите, в первую очередь деепричастие отвечает за время, да, чтобы мы могли определить, в одно время происходят действия или в разное время. Но также деепричастие мы можем использовать и для обозначения условия. Занимаясь ежедневно, вы хорошо сдадите экзамены. То есть, если вы будете заниматься ежедневно, то вы хорошо сдадите экзамены. Также и в совершенном виде. Выучив русский язык, вы сможете полететь в космос. Если вы выучите русский язык, то вы сможете полететь в космос. Деепричастия могут быть использованы для обозначения причины. Не поняв вопроса, студент молчал. Так как студент не понял вопрос, он молчал. Или, не говоря по-русски, он не смог участвовать в разговоре. То есть, так как он не говорит по-русски, поэтому он не может участвовать в разговоре. Также деепричастия могут обозначать и уступку. Не выучив новые слова, мой ученик пытался прочитать текст. Или, несмотря на то, что мой ученик не выучил новые слова, он все же пытался прочитать текст. Или, не зная русского языка, он все-таки смог купить билет. Или, хотя он не знает русский язык, но билет он купить смог. Вы часто можете встретить деепричастие в идиоматических выражениях. Например, бежать сломя голову, что значит очень быстро бежать. Или работать не покладая рук, интенсивно, даже суперинтенсивно работать. Когда у вас просто нет свободного времени на другую жизнь, кроме работы. Или кричать не помня себя, когда вы так кричите, что забываете обо всем, даже о себе.
И еще важный момент, что касается деепричастий. Часто деепричастия мы выделяем с запятыми с двух сторон, или если деепричастие стоит в начале или в конце, только с одной стороны. Но есть у нас такие одиночные деепричастия, которые уже перешли в наречие, например, сидя, шутя, стоя, молча, лежа. В общем, когда эти деепричастия встречаются одни, без добавочных слов, то мы их с запятыми не выделяем. Например, он говорил, волнуясь. Не нужно выделять запятыми. Итак, основная информация о деепричастиях, надеюсь, вам теперь понятна. Если у вас будут какие-то вопросы, то вы знаете, куда их писать. Под этим видео будет тест, чтобы проверить, как хорошо вы поняли эту тему. А на этом все. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. Подписывайтесь на канал Russian Language Club, чтобы не пропустить другие полезные видео о русском языке. И пока-пока, до скорой встречи!